Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, а я з України. 53-й день войны, Украина сражается. Уже середина весны. Весна довольно прохладная, и сегодня и идет снег. Зато зима была довольно теплая, и это благоприятно сказывается на всем. Украина делает успехи. Вернемся к Москве. Флагмана нет. И тут появились кадры прибытия Москвы в порт Крыма. Вот таким образом он и прибыл. Далее, дроны Р-18 показывают тоже неплохие результаты. Успехи украинской армии — это, конечно же, благодаря мужеству Сбройных сил Украины, мужеству всей Украины, мужеству всего украинского народа. Конечно, немаловажную роль играют поставки современного вооружения. Мы благодарны всем странам, которые это делают. Но самое интересное, самые большие поставки делает Россия. Потому что за 52 дня поставки бронированной техники, автомобилей и всего другого, что здесь перечислено, оказывается, как для одной страны, это самые большие показатели. Теперь что у нас происходит ближе к авиации и ближе к месту, там, где я работаю? 14 апреля на аэродром Киев-Антонов-2, это город Гостомель, выезжала совместная комиссия во главе с Укроборонпромом, Государственной авиационной администрацией Украины и государственным предприятием Антонов, и оценивали последствия ущерба, который был нанесен рашистской армии, пока она находилась на территории нашего аэродрома. То есть оценена полностью инфраструктура, жилищный фонд, авиационный парк. Самое главное, что намечены пути восстановления всего комплекса. Сейчас я хочу именно свое мнение представить, каким я вижу наш комплекс в будущем. Ну, самый первый простой, это, к примеру, скажут, давайте быстренько восстановим, полосу подлатаем, рулежечки подлатаем, светотехническое оборудование сдвинем, домики подмажем и продолжим летную испытательную работу на нашем аэродроме. Я считаю, что это, наверное, не совсем хороший путь и даже неправильный путь, потому что мы где-то вернемся по своему уровню развития начала 90-х годов прошлого столетия, и это будет деградация. Мир уже давным-давно ушел вперед. Создаются современные авиационные комплексы, современные авиационные хабы. Поэтому я, к примеру, вижу, что наш авиационный комплекс Киев-Антонов-2 должен быть суперсовременным. Соответственно, это должна быть хорошая полоса. Полоса у нас нормальная, только надо ее сделать красиво. Рулежные дорожки, светотехническое оборудование, оборудование для выполнения инструментальных посадок, вплоть до 3-й категории. Далее, что самое-самое-самое главное, аэропорт должен быть привлекательным. То есть обязательно должно быть присутствие грузового терминала, который может обслуживать любые типы самолетов. Это и аэрбасы грузовые, это и боинги грузовые. Далее, это должно быть, конечно, авиационно-техническое сопровождение как наших самолетов, так и зарубежных самолетов. То есть любой самолет, который произвел посадку у нас в аэропорту, может быть обслужен полностью по их перечню и не испытывать никаких затруднений. То есть создание еще комплекса Антонов Техник. И, естественно, хоть небольшой, но пассажирский терминал нам обязательно в будущем нужен будет. То есть создание терминала, создание всей инфраструктуры, которая связана с приемом пассажиров, с их обслуживанием, с их проживанием
в районе нашего аэропорта. Поэтому должен быть построен терминальчик, должны построить приаэропортовые все сооружения, которые обычно сопровождают такие аэропорты, гостиницы, дороги, стоянки. Для этого есть территории. И самое главное, к примеру, очень удобно по генеральному плану большой окружной дороги города Киева прямо около аэропорта Гостомель эта дорога будет проходить. Поэтому стыковка очень-очень удобная. И я считаю, что именно это тоже поможет правильному развитию всей аэродромной инфраструктуры и аэродромного комплекса Антонов. Именно таким я вижу будущее. Для этого что нужно? Конечно, средства. Для этого ищем инвесторов. Приглашаю всех инвесторов, кто хочет в будущем поучаствовать в создании такого современнейшего авиационного комплекса, принять участие. Конечно, это все произойдет, когда создастся генеральный план. Это произойдет после уже окончания войны. И начало работ, я надеюсь, будет сразу же после нашей победы. И самое главное, в этом огромном всем комплексе, конечно же, будет место для нашей летно-испытательной базы. Место, естественно, для авиалиний Антонова с центральным офисом и со всей структурой, которая будет обслуживать наши грузовые самолеты. И сейчас продолжение авиационной темы. Полет очень красивый из Прествика, Англия, в Шатару, Франция, на самолете АН-225. Смотрим. Часы пустить, фары большой, тормоза отпускаем, держим ногу и просто вот держим, вот так держим. Режим номинал. Хорошо, Режим остановим. Увеличивается. К сожалению, вот так. Номинал норм. Взлетный 120. Взлетная 120. Скорость растет. Параметры в норме. 150 контрольная. Норма. 170. 190. 210. Без крена. Правый крен убираем. Лев. Подъем. Поднимаем. Продолжаем взлет. Отрыв. 280. Шасси убирается. Шасси убираются. Вот так, нормально. Такой скорость. 100 метров 310. 100 метров 310. 560 футов имеем. Шасси убраны, створки закрыты. Нейтрально. 6000 набираем. Убираем. Выполнено, посадку разрешили. Хорошо. Продолжаем заход. Давайте я на рудах двумя руками. Все. 4 километра 230 метров. Скорость 290. Снос влево 5 градусов. Отлично. Попутная 4-5 метров. Подтверждаю. 150. 100 метров. 100. 280. Отключаем, балансируемся. Шестьдесят метров. 60. Садимся. Минимум, 75. минимум. 40. 35. 30. Аккуратненько, тихо. 25. 20. Опасный 15. спуск. 12. 10. 8. 6. 5. 4. 3. Потихонечку. Вот сейчас сам сядет. 2. 1. Касание. 270. Интерцепторы выпущены. 260. 250. 240. Рельс. Рельс включен. 5 на реверсе. 6 зеленых. Сейчас. 210. 6 на реверсе. Хорошо. 190. Максимальный реверс. Норма. 170. 160. 100 полсотни. Реверс 0. 140. 130.
120, 110, 100. Вписываемся. Да. Draft 3473, follow me car on Delta and do Papa Junior. Follow me car, Delta. Дуже дякуємо вам, до побачення. 3473. Ух, как. Pour le bus ACC. Oui, j'écoute. On est dans la rampe et on intègre, si tu le permets, par la rampe pour rejoindre Charlie. Oui, c'est déjà vu. Château info de Надо подтормаживать, чтобы писать. Poursuivi. Что только очень это все аккуратно, потому что у нас на уровне как-то так. Tour de bus ACC. Сейчас потихоньку, не торопясь, все сделаем. Aussi, merci. Château info, Alpha Golf, bonjour. Alpha Golf, je vous rappelle. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть ворогам! І обов'язково далі буде. До встречи в понедельник. В понедельник очень хочется увидеть, кто к нам приедет из Лейпцига. Поэтому обязательно в понедельник в выпуске моем расскажу, кто из 7 человек приехал. Ну или, по крайней мере, скажу, сколько человек приехало на работу в Киев. И поговорим еще о многом другом. До понедельника. Пока.